Начинается новое путешествие, мы летим в Японию. Федя, лучше девочек не снимать. Они пришли в самый большой секс-шоп с детьми и фотографируются. Ну все, тебе конец. Главное, когда там выпьешь, как по этой лестнице спускаться потом. Арбузик 5400. А сисястые девочки, которые сидят с тобой за столиком и просят, чтобы их угостили. Вот видите, целое здание с этими мальчиками. Ты ходила туда? Нет. Да, подруги ходили? Мы немножечко свернули, зашли на параллельную улицу, здесь совершенно уже другая жизнь, кучу маленьких баров. И вот здесь все такие вертикальные вывески. И вот каждый этот квадратик это какое-то заведение. То есть в этом здании вот идут этажи, на каждом этаже по 3-4 заведения. Посмотри, справа Видите, всего на сколько? 5-м этаже 5 заведений. Да, а справа вот на 5-м этаже 5 заведений. Здесь можно всю жизнь ходить и не посетить все бары. Ну здорово. Ну здоровья столько не хватит, чтобы тут бухать. Смотрите, как это выглядит. Касса. Старая машина, какой-то непонятно, что это за автомобиль. Ну вот, они вот так вот стилизовали кассу в старый автомобиль. На витрине выставлено какое-то дорогущее кимоно, расшитое все вручную. Сейчас мы узнаем, сколько оно стоит. Сейчас ценник. Считай нули. 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов заплатятся. При этом ты каждый день ты не будешь с ним ходить, а то все... Картина, которую вывешивают. А то есть это не носить, это больше повесить у себя на стене. Когда женщина надевает, она надевает на себя картину, да? А вот так оно дома висит, на вот такой перекладине, показывая, что то есть это не в шкаф. При посадке в поезд стойте аккуратно в очереди. Вот все стоят, есть специальная линия, все уткнулись в свои смартфоны и ждут поезда. А в Японии не принято спрашивать, вы выходите, вообще обращаться к незнакомым людям, поэтому если вам нужно выйти из поезда, нужно аккуратненько попихаться, и вас выпустят. Ну или сделать грозный вид. Социальная реклама в метро, что ваш смартфон мешает окружающим. Да, написано, да, будьте осторожны, чтобы не беспокоить, да, вашим телефоном. Что интересно, что все европейцы стоят в поезде, видимо, и поезд грустный тоже. Рекламируют какой-то аквариум, и у каждого... Да, Сумида, и у каждого пингвина есть свой инстаграм, и их можно всех зафоловить. Вот 11 пингвинов, и у всех есть инстаграм. Ну, вот он, самый загруженный перекресток в Токио, вы наверняка увидели. Это Шибуя станция. Красота! Приезжайте сюда, во-первых, сфотографироваться с памятником собачки Хатико или Хатика, и также посмотреть на этот перекресток. Он самый загруженный в мире. Ты еще раз, говоришь, фотографировал здесь все. Да. Ну а что раз мы здесь проходим? Да, самое зеленое в мире. До миллиона. В час пик до 2500 человек приходит за раз на зеленый свет. В сумме до 1 миллиона за день. Вот сейчас в преддверии Хэллоуина вспоминается то, что в прошлом году на этом самом перекрестке, какого-то часто называют самый оживленный перекресток мира, состоялась большая хэллоуиновская вечеринка, когда весь перекресток был закрыт для движения автотранспорта, и огромный топ экзотично одетый в молодежи в костюмах здесь тусили всю ночь, просто безумная вакханалия, очень ярких экзотичных персонажей. Рекомендую посмотреть вам на YouTube, чтобы иметь хотя бы представление о том, что ожидается и в этом году. Что в этот район водили и Гребенщикова, и Пелевина, и Акунина, даже Жириновского сюда приводили. А теперь, когда вы оставите эту наклейку, вы пока смотрите. Давай, а ты потом следишь, чтобы с ней все нормально было. Угу. И вот туда, и вот на вот эту вот стену. Все, улица наша. Что ж это за район-то такой, куда мы зашли? Это небольшой квартальчик под названием Golden Guy, буквально переводится «Золотой район». 5 проулочков с множеством маленьких старого стиля баров, куда ходит собираться творческая интеллигенция, вот, видимо. Поэтому-то сюда и пригласили, перевели и наших русских музыкантов, писателей.
Но в частности, точно знаю про Гребенщикова, организатор его концертов Джимми Брайан приводил в этот квартальчик. Точно знаю про Жириновского, хотя он вроде как и не поэт, и не художник, насколько я могу судить. Но владелица бара Гаргантюа, японка, которая поет старый дореволюционный шансон, Ишибаши Миюки, вот Ишибаши-сан говорила, что и Жириновский туда к ней заходил, но мест не было. Так, а вот здесь напитки дорогие. Тоже наверх, узкая лестница. Да, вот все вообще не поднимешься. Да, главное, когда там выпьешь, как по этой лестнице спускаться потом. По-моему, ни в одном городе мира нет такого количества вот этих маленьких барчиков. Здесь 70 баров. Посмотри, вот это подниматься вообще куда-то хрен знает куда. Ты продолжаешь помечать территорию. Люб, можно вот сюда. Welcome. Чужеземцы, вперед! Let's drink, let's talk. Wi-Fi. Такой, смотри, Ну что, может, переснем? Слушай, это прямо такой подъем-то суровый, как на чердак. Моряцкий трап. Hi. We are four. You are the boss. О, у него покурить можно. Where from? From Russia. Russia. Australia. Russia. 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 Иска. This 1, 2, 3, 4. Что тут есть? Во-первых, тут есть футболка, чтобы стать симпатичной девушкой. Значит, дальше есть такое объявление, что это очень маленький бар, поэтому, пожалуйста, заказывайте напиток каждые полчаса, либо пишите в другое место. Туалетная бумага с Путиным. Вот так вот. Японские бары и туалетная бумага с Путиным. Бар шикарный. Такие вот. Смотрите, все в леопарде. Все, как я люблю. Все в леопарде, леопардовый костюм висит, леопардовые стульчики, плюшевый леопард. Ну все здесь, все это леопардовое безумие. И такой вот маленький барчик. Сколько здесь посадочных мест? Раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мест, но все вокруг одного стола. Еще можно курить. Ну, прикольно, такая, при этом вот лестница, которая сюда поднимается, да, она прямо как будто на чердак какой-то поднимаешь. Так, только что у владельца леопардового бара мы выясняли, как правильно произносить. Сибуя или Шибуя, Суши или Суси, Митсубиши или Митсубиси. На что он сказал? Потому что он Ше и Се никак не различает, и он говорит, одинаково клево, и ему все понятно. Поэтому произносить можно как угодно. Сибуя, Шибуя. Мариохоке. Вот. Да, он говорит, оба варианта нормально, поэтому вопрос с произношением снят, говорите как удобно. Мы зашли в магазин фруктовый. Как вы знаете, к фруктам и овощам японцы очень трепетно относятся, занимаясь всякой селекцией. Они могут, да, очень дорого стоить. К примеру, вот эта вот небольшая дынька стоит $135. А вот это вот $100, это 86. Ну, примерно 10 можно делить. Вот несколько виноградин продаются. Да, это несколько крупных виноградин за $16. Вот этот виноград, видел, он еще как упакован, красиво, можно прямо покупать в подарок, 2800 йен. А вот набор, да, гроздь винограда и дынька стоит 21 600 йен. Виноград 6480. Чуть пониже 4320. Вот вы когда идете в гости, вы можете подарить. Вот здесь лежит одинокий гранат за 1250. Есть прямо наборы. Можно купить такую вот коробку за 16 200 йен. Вот эти дыньки подешевле. Ну, посмотрите, видите, какая у них красивая коробочка. В общем, не стыдно прийти. Но вот это вообще с ума сойти, даже цены нет. Я даже не знаю, сколько она может стоить. Так что фрукты в Японии это не просто фрукты. Арбузик 5400. Что ты рассказываешь интересного? Смотри, в среднем за год итальянец съедает 152 килограмма фруктов. Француз съедает 112 килограмм фруктов. Японец съедает 51 килограмм фруктов. И здесь есть несколько причин. Первое, то, что японцы относятся к фруктам, ну, наверное, как мы к пирожным. То есть вот купить вот
2-3 плода хурмы или 2-3 яблока на всю семью и полакомиться каждому по дольке, это десерт. Это не так, как в России взяли корзину. И в ответ, в обратную сторону, вот сейчас, видишь, $162 арбузик. Ух ты, арбуз в клетке. потому Арбуз что в клетке за называется 16 200. Он называется яйцо Годзиллы. Вон написано яйцо Годзиллы, Яйцо вон даже Годзилла Годзиллы. нарисовано. И получается, в свою очередь, японский перфекционизм. Каждое яблоко должно быть достойно тех там 2-3, а может даже и $5, да, за штуку. Оно должно быть достойно этого. В свою очередь, японец, конечно, не будет покупать корзину таких яблок. Он возьмет одно яблочко на всю семью. Есть еще такое понятие, как заградительные пошлины, защищающие своих крестьян. На рис составляет 778%. Пошлина на привозной. Ну и потом это не просто, это ж не пластиковое, да, это яблоко будет более-менее вкусным. Вот такое яблоко. Да, конечно. То есть это как, ну то есть какие-нибудь узбеки, армяне, они все легко бы поставляли и сделали бы здесь хорошие деньги на нормальных помидорах, абрикосах. Вот, а пластиковые китайцы здесь, конечно, не будут конкурировать. Я только что приехал сейчас из Нагано, где эти яблоки выращивают. И вот там действительно эти яблоки, вот лежит 5 видов яблок, и каждый сорт настолько отличается от другого сорта, что понимаешь, за что платят деньги. Кстати, сигареты продают совершенно открыто, что уже большая редкость в мире. Все пачки, все, и даже без ужасных картинок на пачке. Около магазина Шанель внезапно протесты против Израиля. Вот, предлагают бойкотировать Израиль. Ну, все в защиту палестинцев. Здесь у нас вот мир Гази. Thank you. И здесь вот, видимо, рассказывается о том, что там происходит. Почти все на японском, но что-то дублируется, да, и на английском есть. Это что у нас уже такое? А это так называемый хостес. Сисястые девочки, которые сидят с тобой за столиком и просят, чтобы их угостили напитком. Но это не японки. Где они нашли, японок с формами? Так называемый пушап на поролоновой подкладке. Ну, я не такой специалист, чтобы тебе рассказать. Так, вот смотри, подожди. Добро пожаловать. Вот видишь, иностранцев даже. Добро пожаловать. Азиатский релакс. Вот это все филиппинка, вот явно выглядящая, может быть, китаянки. Но это, конечно, не японки. Японки, как правило, не работают с иностранцами. И в этом ты можешь убедиться, если зайдешь вот в эту справочную, откуда тебя сразу выгонят. Просят удалиться. Мы с тобой, кстати, заходили? Да, мы заходили. И то нас так быстро так выпирали. Сейчас, подожди. Ага, ну вот мы проходили мимо заведений, да, хостес, целый район хостес-баров. Ну, там от самого разного уровня, начиная от того, что просто сидишь, угощаешь девушку напитками, то есть платишь за, собственно, то время, когда девушка сидит с тобой за столом, ну и плюс оплачиваешь ей напитки. В интересах девушки, соответственно, просить более дорогие напитки, и какой-то там процент, наверное, идет от заведения, ну, от такого уровня до более, скажем, продвинутого, когда, так называемые сиська-бары, да, когда девушки с обнаженной грудью, и там каждые 15 минут, по-моему, объявляется, а теперь минутка трогания девушек за груди, и девушки садятся на колени посетителям, включается там таймер или какая-то музыка, и, значит, все посетители хватают и там, минуту теребят, и потом все, опять музыка прекращается, девушки опять ходят, как официантки, работают, ну, такого разного. Сервиса, да, вплоть очень экзотических, страна капиталистическая, в рамках конкуренции все, что не запрещено, то разрешено, и тут уж всякие пытаются привлечь себе клиентуру. Ну, вот работают и иностранки здесь, как раз с иностранцами, ну, как правило, это, конечно, страны Азии. Иногда они изображают из себя японок, иногда честно говорят, что там я из Филиппин там, или еще откуда-то. А то, что Илья удивляется, почему формы вот тут у некоторых японок не очень японские. Ну как? Ну вот нашли где-то таких, видимо, все-таки есть. Это, знаете, есть такая сеть баров Hookers, которая отличается тем, что у них девушки с объемными формами. Вот в Токио тоже есть эта сеть пивных ресторанов, баров Hookers, и надо полагать, японцам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы найти подходящих стандартам этого типа заведений японок, но нашли где-то. Вот, посмотри, какая красота. Парни, которые работают для девушек. Так, то есть здесь... Красавчики. Так, вот здесь, смотрите, друзья, клубы для женщин. Можно найти себе смазливых, вот такого вот смазливого мальчика, который будет с тобой сидеть, тебя будет развлекать, а ты сможешь его трогать за попу.
Ну да, если девочка. Меня, к сожалению, туда не пустят. Поэтому рассказать, что там происходит, я не смогу. Вот видите, целое здание с этими мальчиками. Ты ходила туда? Нет. Да, подруги ходили? Да, то есть Расскажи, ну подожди, давай, расскажи. Нет, я, честно говоря, вот тут у меня этот синдром. Про подруг. Ну, подруги Да. что рассказывают? Соответственно, что рассказывают? Подносят огонь к сигарете, дают закурить. Это тоже Ухаживают. совершенно- Да, ухаживают. То есть ухаживают так, как не ухаживают японские мужчины. То есть все, что делают, все то, чего не делают японские мужчины в повседневности. Ну, что обычно ухаживают. делают где-нибудь у нас... Да, и при этом, что делают в фильмах американских и всех прочих. Вот, вот такая романтика, то, что а-ля романтика, и то, что не нужно в повседневной жизни, но очень приятно на час, два, три посидеть, растаять, потом собраться и пойти. То, что в Турции и Египте совершенно бесплатно, здесь за это платишь деньги. Но в Турции и Египте ты никогда не знаешь, чем это все закончится, а тут ты абсолютно спокойно Что это не закончится ничем. Да что это не закончится только тем, чем захочется тебе в конечном счете. Подожди, то есть они... Нет, по большому счету, да. Мальчики на работу. Очень хорошо здесь гулять в 7-8 утра, вот даже до 9. Они расходятся. Я обожаю этот район по вечерам, и обожаю его по утрам. Так происходит, что я на работу иду. Утром на работу, вечером с Подожди, работы. переспать с ним можно? А в Японии Подруги что говорят? почти всегда. Если нельзя, но очень хочется, всегда найдется способ. То есть маленький доллар открывает большие двери. Не совсем доллар, тут гораздо... Вообще, на самом деле, говорят, что... Я люблю эту фразу цитировать, что эти мальчики, самое слабое их место, это же их самое сильное место. То есть они продают любовь, и они ведутся на любовь. То есть их можно купить не за деньги, их можно купить за эмоции, которые ты даришь. Да, А это разные или один и тот же? конечно, разные. Так, еще раз. Раз, Абсолютно разные. два, три. Да ладно, это один и тот же. Вот смотри, какой пистолет. Не, ну с пистолетом это мой герой вообще. Мне так пойди, какой мальчик прямо в ухе, в очках. И Опасный парень. а вот такой серьезный мужчина, который просто так Ну образ, да, это такой вот прыщавый Не, ну как, Слушайте, старик должен ангельский. Не, в России как? Хоть такие накачанные в масле, вот эти вот такие, а? Ну, начнем с того, что японцы в принципе редко бывают накачанные. То есть, когда идешь в спортзал, то есть они там жилистые. Там причем прямо видно, что там жилы очень-очень сильные, но при этом они не становятся крупными. Вот, поэтому в принципе от японца и не ожидают, что он будет большим. Японец смотрится немножко несуразно. Вот, поэтому в мощном телосложении от мужчин не смотрят. Главное, чего смотрят, это взгляд в глаза. Смотрите, они все, в общем-то, нет, не все, некоторые взгляд отводят печально, и нужно еще поймать его взгляд. Но некоторые... Хорош. Да, это я могу рассказывать. Вот здесь можно вот выбирать мальчиков. У них вот у каждого есть номер, чтобы вы не запутались. И вот смотрите, какие все красавцы. То есть в отличие от Европы, где женщина обслуживает такие качки в масле, в Японии такие вот женоподобные непонятного пола люди. Так, за 50 минут это за что? Вот смотри. 2000 йен за 50 минут. Напитки. А, то есть это только напитки? Да. Подожди, и опять все мужики. Это что такое? Это мужчина. Ну, а это тоже мужчина? Эта девушка приходит и наслаждается. А, это девушка, все, я понял. То есть эта девушка пришла в этот лакшери лаунж-бар насладиться этими прекрасными мужчинами. Причем здесь ни слова не сказано, что кроме этого мы не возьмем ничего. Здесь просто написано, что вот ты пить 50 минут неограниченно 2000. То есть за 50 минут ты платишь примерно 20 баксов и бухаешь сколько тебе... Да, но плюс к этому... Подожди, а нас Диму туда не пустят, если мы сейчас пойдем? Ну давай попробуем. Не, я не хочу на них смотреть. Человек зазывает в кошачье кафе, и там живой кот. Стоит, кстати, вот этот котик стоит по $1200 вот этот. Да ладно. Вон, посмотри ценник, вон зайди, загляни. Да, 1200. Подожди, а вон за А вот за $1700. $1700. А вот там за 2000. Вот этот котик стоит 170 тысяч йен. Там этот 130. Плюс налог. А это без налога? Конечно. Налог Еще 8%. 8%. А, еще 8% сверху. С ума сойти. Это что такое?
Не знает никто, но это принадлежит робот-ресторану. То есть я давно наблюдаю это заведение, уже больше 3 лет, я тут хожу постоянно мимо. Открыть ресторан, но... То есть, заявлено, что здесь будет ресторан, но он то есть не похоже, что Называется они собираются Рен. это сделать. Называется Рен. Причем, если пойти в робот-ресторан, там внутри будут рекламировать ресторан Рен, но его тоже не существует. Вот. И сюда я ни раз не видишь. А при чем есть собор Василия Блаженного? Хорошо, просто меня спрашивают. Во-первых, это красиво. Собственно, все. То есть какие еще нужны причины? Так, Вот. Но рестораны роботов... не оскорбляет ли это чувство верующих? Ну пусть они попробуют предъявить что-то японской корпорации. Значит, чемодан был благополучно изъят из ячейки. Делается все это невероятно просто. Если вы пользуетесь карточкой на метро японского метрополитена, она много где работает, в магазинах. И даже если вы так кладете деньги, ну так же, как на тройку нашу, и даже если у вас деньги эти останутся, то не переживайте, вы их точно потратите. Например, даже в duty free в токийском аэропорту можно этой карточкой заплатить и снять деньги, чтобы там их не оставалось. Так что чемодан изъят. Иду в гостиницу. Иду немножко позже, чем планировал, потому что столкнулся с небольшой проблемой японского метрополитена. Как происходит у нас? У нас вы, например, садитесь на Таганско-Краснопресненской, я сейчас говорю про Москву, садитесь на Таганско-Краснопресненской линии на станции Планерная. Это на северо-западе Москвы Конечная. Едете на юго-восток, Выхино, например. Или в центр. Вы садитесь, знаете, что вам нужно проехать 5 остановок. Ну и вы в ус не дуете, уверены, что вас ждет успех. Как происходит в Японии? Вы садитесь на станции, знаете, что вам нужно проехать 3 станции или 4 станции. Поезд может проехать 2 станции, развернуться и поехать обратно. Ну, конечно, об этом объявляют, если вы не слушаете музыку, как я, в плеере. А если слушаете, то вы теряете полчаса, потому что сначала едете в одну сторону, а потом вдруг обнаружите, что вы едете не в центр, а едете в пригород. В общем, потерял кучу времени из-за своей невнимательности. Но получил еще один жизненный урок. Ну, вроде все нормально, так что завтра мы продолжим наше путешествие по Токио. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Скорее бы дойти до отеля. Скоро будет новый выпуск.